Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом простой и очень вкусной выпечки. Это ароматные и нежные сочники с творожной начинкой. Для приготовления теста смешаем 1 стакан кефира комнатной температуры с 1 чайной ложкой пищевой соды. Все перемешаем и оставим, чтобы сода с кефиром вошла в реакцию. Дальше в глубокой тарелке, в которой будем замешивать тесто, смешиваем 125 грамм маргарина либо сливочного масла комнатной температуры, 100 грамм сахара и щепотку соли. Все хорошо перетираем до образования однородного состояния. Сюда же добавляем 2 яйца и также все хорошо тщательно перетираем до однородности. И добавляем кефир. Все перемешиваем, и теперь к этой массе необходимо постепенно добавить 500 или даже 700 грамм муки. У меня ушло 700. Главное, добавляем постепенно и хорошо вымешиваем. Однородное и мягкое тесто. Тесто будет прилипать к рукам немножко. Это нормально, не пугайтесь. Пока будем готовить начинку, тесто можно накрыть и поставить в холодильник, чтобы оно чуть-чуть отдохнуло. Для приготовления начинки смешаем 350 грамм творога, 1 яйцо, 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки, немножко соли и по желанию ванилин. И все хорошо перемешиваем при помощи ложки или можно перебить погружным блендером, если хотите добиться более однородной массы без крупинок. Стол обязательно хорошо присыпаем мукой, руки и скалку тоже, так как тесто прилипает к рукам, как я уже говорила. Тесто раскатываем в пласт где-то полсантиметра примерно, может чуть больше. И какой-то кружечкой побольше, либо тарелочкой, как у меня, вырезаем кружки одинакового размера. На каждый кружок выкладываем немножко начинки. У меня уходит 1 чайная ложка на каждую заготовку. На один край выкладываем начинку и вторым краешком теста закрываем ее. Оставляем вот такой зазор. Этот зазорчик и дает особенную красоту сочникам. Таким образом делаем все заготовочки из всего теста и творога. Далее ставим в духовку при 180 градусах на 25 минут. За 5 минут до конца готовности достаем сочники из духовки и смазываем взбитым яйцом. Можно смазать и перед выпечкой еще сырые сочники, это тоже не будет ошибкой. И сверху я еще немножко присыпаю для красоты и вкуса сахаром. И ставим сочники в духовку еще раз на 5 минут до образования золотистой корочки. После чего сочники достаем из духовки и желательно их накрыть полотенечком на минут 10, чтобы они так остывали. Таким образом сочники будут после остывания дольше оставаться мягкими и нежными. Не забудьте подписаться на канал, обязательно пишите в комментариях впечатления об этом рецепте, мне будет интересно вас послушать. До новых встреч, готовьте с удовольствием, приятного аппетита!